Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 6 января. Обращаю ваше внимание, что это достаточно великий день, и это последний день перед Рождеством Христовым. Поэтому обязательно уделите внимание особое этому дню и, соответственно, просмотрите это видео от начала до конца. Мы уделим внимание и народным приметам, о том, что можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день. Также уделим внимание определенной практике, поэтому обязательно все просмотрите досконально для того, чтобы ничего не пропустить. И как всегда мы с вами уделим внимание и лунному календарю. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, с 6 января православные христиане отмечают сочельник. В канун Рождества обязательно нужно попросить прощения у тех, кого вы обидели. Постарайтесь 6 января приготовить постный ужин, а также надеть светлую одежду и зажечь в доме свечи, для того, чтобы привлечь благополучие. Канун праздника в просторечии называется сочельником или по-другому сочевником. Это название происходит от особого кушанья из пшеницы, орехов и меда и называется сочево. Традиция есть это блюдо накануне Рождества родилась в память о Данииле и 3 отроках, которые, согласно Евангелию, питались от семян земных, чтобы не оскверниться от языческой трапезы. 6 января – это последний день рождественского поста, во время которого находится под запретом употребления продуктов животного происхождения. В сочельник принято есть постную кашу из риса или пшена, в которую добавлены изюм, фрукты, овощи, приправленные медом. Это блюдо называется сочево, название которого и легло в названии праздника сочельник. Также на столе должно находиться еще и 13 блюд. Почему? Потому что было 12 апостолов, которые пришли посмотреть на рожденного малыша Спасителя. Это может быть и рыба, грибы, бобовые, вареники с разными начинками, а также засоленные овощи. Есть их можно только, когда на небе появится первая звезда, а до этого весь день голодают. Вечером в сочельник молодежь одевается в разные костюмы и ходит по домам, разыгрывая рождение Иисуса в Вифлеемской пещере. Действо это длится до рассвета. 6 января в сочельник принято наводить порядок в домах и хлевах. После уборки все полы устилали пахучим сеном, которое должно было какое-то время полежать на земле, чтобы снег припорошил его. Этот день нужно провести весело и шумно. Так вы можете привлечь к себе добрую силу. А поскольку сочельник проходит в канун Рождества, то обязательно загадайте самое заветное и самое сокровенное желание, и оно очень скоро исполнится. Вы знаете, рождественский сочельник – это семейный праздник, поэтому за столом должны собраться все члены семьи. Но если вдруг в дом забредет обездоленный прохожий, его тоже нужно посадить рядом и накормить. Считается, что если сегодня сделать добро, то оно обязательно вернется старицей. Поэтому за ворота дома выносили разные угощения – конфеты, пирожки и другое, чтобы приходящие могли угоститься. Детям раздавались сладости, а пожилым – булки да печенье. Вечером 6 января нужно надеть на себя что-то новое или белое. В таком наряде сесть за стол, застеленный белоснежной скатертью, и постараться их не испачкать до полуночи.
За праздничной трапезой должно сидеть четное количество человек. Если же так не получилось, то подавали один лишний прибор. Каждый обязан был отведать все приготовленные угощения, иначе весь год считалось, что голодным будешь. В конце ужина в сочельник деткам раздают деньги счастья. Это 100 монеток, которые символизировали надежду прожить до 100 лет. Главное, что нельзя делать 6 января в рождественский сочельник, это отмечать праздник в темных и в черных вещах. Согласно народной примете, если приходить в праздник в печальном образе, то считалось, что весь год проведете в горестях и болезнях. По народным поверьям запрещалось 6 января уходить из дома. Люди верили, что тогда скотина убежит в лес, где ее съедят хищники, или же животное утонет в болоте. Нельзя в рождественский сочельник ткать и шить. Наши предки считали, что таким образом вы угождаете несчастью и призываете его в свой дом. Одно из обязательных блюд рождественского стола были блины. Так вот, существовал даже запрет на съедение первого блина. Его относили в хлеб и переламывали через серп, а после преподносили в качестве дара овинному, чтобы он не таскал шерсть овец. Птицу 6 января в рождественский сочельник держали голодной. Если же ее накормить, то считалось, что весь огород перероет. Не разрешалось 6 января и тяжело работать. Кто ослушается данного запрета, тот весь год проведет в тяжком труде. Запрещено было есть и до появления первой звезды. Нарушителю грозили голод и нищета. Нельзя было 6 января, находясь за праздничным столом, много болтать. На языке может выскочить долго незаживающий волдырь. Сегодня нельзя было пить и алкогольные напитки. Считалось, что так вы можете призвать нечистую силу, которая могла нанести огромный вред и вам, и дому. Кто выйдет во время рождественского празднества из-за стола, может сильно заболеть. Запрещено было праздновать Рождество обиженным или должником, иначе весь год так и проведете вечно недовольными и просящими взаймы. По народной примете, кто сегодня далеко от дома уйдет, тот в течение всего года будет скитаться. И, конечно же, не разрешалось сегодня посещать могилы умерших, поскольку считалось, что усопшие вскоре могут к себе позвать. Традиционно в этот день по домам ходили колядующие, которых нужно было обязательно впустить к себе и сытно угостить. Того, кто нарушит этот обычай, ждут большие проблемы с деньгами и здоровьем на протяжении всего года. Вы знаете, сегодня нужно было расставить по дому зажженные свечи. Тогда в нем поселится мир и богатство. Нужно было обязательно помириться друг с другом, а также надеть на себя самые красивые светлые вещи. 6 января в рождественский сочельник нужно ходить было по соседям и родным, распевая колядки и желая всем счастья и радости. Вы знаете, Рождество является не только православным праздником. Издавна известно, что Рождество – это идеальное время для обрядов на любовь, на деньги, на исполнение желаний и удачу. И вы знаете, многие эти ритуалы, обряды, как и большинство магических других практик, пришли к нам из древности от наших предков. И вы, конечно же, обязательно попробуйте сделать свою жизнь лучше с помощью волшебства этих дней. Обряды на Рождество по своей силе могут быть одними из самых мощных магических инструментов. Действие некоторых из них даже распространяется на всю жизнь, остальные обычно работают в течение всего года.
И вы знаете, существовало поверье, что вечером в сочельник над землей летают ангелы, которые подслушивают или читают самые заветные желания людей и исполняют их. Задуманное нужно было написать на бумаге, прошептать его перед сном и положить на подоконник, где стоит зажженная свеча. Так считалось, что будет проще ангелам в темноте в дом дорогу найти и прочитать сокровенную просьбу. Затем нужно ложиться спать, проговаривая при этом следующие слова: «Ангелы, придите, задуманное прочтите, а затем прошение мое исполните». Утром лист нужно было порвать на мелкие кусочки и вместе со свечным огарком бросить в воду, чтобы никто не мог помешать задуманному. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 6 января 2022 года. По лунному календарю сегодня у нас с вами 4 и 5 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Рыбы. Вы знаете, с наступлением этого дня многие по непонятным причинам теряют покой, сон и аппетит. Внешне ничего не происходит, но внутри человека нарастает тревога. Это связано с двойственностью этого дня. Луна заставляет человека делать серьезный выбор между светлым добром и темным злом. Во-первых, в этот день многим людям приходится принимать очень серьезные, порой даже судьбоносные решения, требующие ответственности. Причем многие решения будут представлять собой мучительный выбор между совестью и личной выгодой. Немногие способны в этот день пойти дорогой правды и справедливости. Во-вторых, в памяти человека оживает прошлое. Но это не светлое прошлое с приятными воспоминаниями, а все те поступки, которые были совершены неправильно, или те, которые неприятным пятном лежат на совести. Они вновь будут терзать человека и не давать ему покоя. Поэтому сегодняшний день – это идеальный день для ведения повседневных дел. Поэтому проведите его спокойно, не спеша занимайтесь текущими делами. Работайте сегодня с информацией, приведите в порядок бумаги. Включайте мудрость и осторожность, но ни в коем случае 6 января не принимайте скоропалительных решений, всеми силами избегайте встречи со злом. День эффективен для поиска пропавших вещей и людей. Также сегодня хороший день для торговли, а вот плохой для путешествий. Любая деятельность должна быть сегодня продумана до мелочей. Стрижка в этот день лучше не делать, иначе она нарушит задуманные деловые и личные планы. Никакие манипуляции с прической не принесут вам удовлетворения. Стрижки будут неудачными, ламинирование может испортить волосы и даже проредить их. Даже от оздоровительных масок вы не добьетесь должного эффекта и только потратите свое время. Откажитесь сегодня в походах в парикмахерскую и особенно от импульсивных действий по изменению внешности. Пренебрегая данными рекомендациями, вы рискуете испортить себе настроение на день, а что еще хуже, подвергнуть опасности свое психологическое и физическое здоровье. Окраска натуральными красителями укрепит сегодня карьеру и материальную базу. Что же касательно прически, то это будет приток новых сил, прибавит вам простая и повседневная прическа. Энергетический обмен прибавляет вам скорость, и вы сами похожи на мощный передатчик идей в окружающее пространство. Расчесанные утром волосы сваляйте в шарик, затем сожгите его на свечке белого цвета, приговаривая при этом следующие слова: «Что упало, то ушло, позабылось, на новое сменилось». Пепел разотрите между пальцами левой руки и 3 раза плюньте через левое плечо.